Так, ну что, господа, всем доброго, прекрасного летнего солнечного дня. Солнечных дней сейчас настолько мало, что приходится прибегать к новым способам, чтобы нагреть воду в бассейне, потому что лето сейчас такое, что вы сами смотрите, наверное, все в шоке. Солнца не было почти неделю, это просто ужас, и тут купол уже даже не помогает, потому что нужно солнце. Сегодня в видео покажу вам новые фишечки, чем можно нагревать бассейн, ну а также куча всяких полезностей про бассейн, про очистку, про все-все-все, так быстренько, кратенько поговорим. В общем, будет очень-очень полезное видео. Поэтому авансом ставьте лайк и приятного вам всем просмотра. Так, в этом видео будут все у вас и тесты с замерами. Я уже здесь все подключил. Плюс у вас в видео еще будет новая тема, чтобы убрать химию, вот эти вот таблетки с химией из бассейна. Вот у меня уже я их вытащил, потому что этот запах хлорки, он уже начинает немножко напрягать, раздражать. Хочется что-то более экологичное, на самом деле не так дорого стоит, и при этом еще можно и сэкономить. То есть вместо того, чтобы покупать вот эту химию постоянно или перекись, который у вас бассейн потом будет белого цвета, вся красота уйдет, да? Неизвестно вообще, как это на организм скажет, сидеть и напьются. То будем использовать еще хлоргенератор. Вот, новиночку подъехал, вчера все подключил. Все, давайте сейчас начинаем с тестами. Все посмотрим. Вот на коробочке я уже все распаковал. С вечера подключил, уже замеры сделал. Сейчас попозже у вас видео все это будет. И это у нас, знаете, как обратный холодильник, как кондиционер. То есть, видите, смотрите, здесь вентилятор стоит. Сзади такая система с фреоном. То есть он потребляет 1 киловатт, там кило 200, по-моему, или 900 у него рабочая норма, а при этом выдает аж 4 киловатта тепла. Представляете, какая экономия? То есть если ночью у кого там двухтарифный счетчик включать, то вообще милое дело будет. Ну и хлоргенератор, все вот БСТВ. Так, ну смотрите, у меня бассейн 4,88 на 122, здесь 11 кубов. Получается с иллюминаторами, с окошками, с такими, очень классно, кстати, красиво. Возможно, в следующем году разыграем, потому что у меня будет другой бассейн, который можно будет на зиму оставлять. Посмотрим. Сейчас вот ездил, ребятам БСТВ говорю: ребята, спасайте, что делать, солнца нету. То есть, когда нет солнца, лето-тент, естественно, не работает, потому что без солнца здесь нагрева не происходит. И, в общем, середина лета, июль месяц, 1 число, 2, 3. Вода 20 градусов выше не поднимается вообще, то есть дети купаться не могут. Я говорю: дайте решение, ребята. Они говорят: Жень, да китайцы уж все придумали, приезжай. В общем, я приехал, вот он, этот красавчик, обратный холодильник. Видите, как внутри там все это стоят. Там компрессор, фреон закачан. Вот, и поэтому такая вот у него мощность 4 киловатта. И при потреблении в 1 киловатт. Смотрите, по подключению все очень просто, да, то есть у вас вон забор воды идет, у вас вот такой насос по-любому должен стоять, потому что это вообще тоже очень круто помогает с песчаным фильтром, то есть там песок засыпается. Есть сейчас еще, кстати, такие синтепончики пошли вместо песка. Я их пока не тестил. Все, отсюда у вас вода поступает вот сюда, на вход. Это такая синенькая стрелочка. И выход идет из горячей. Видите, отсюда красненький показан. Все, дальше можете идти на бассейн. Вот сразу вот сюда, вот на этот вход. Так, я поставил еще сюда хлоргенератор, потому что мне надоела вся эта тема с хлоркой. То есть засыпаем соли и будет вырабатывать хлор. Сейчас тоже видео вам покажу. И отсюда я его подпитал вот просто вот сюда. Он заходит на вход. И здесь на выход уже к бассейну. То есть все очень просто. Здесь везде стрелочки, куда вода течет, куда входит, куда выходит. Тоже по фильтру, все очень просто. Подробно сейчас не буду рассказывать. Вот, ну, на YouTube полно видео моих. Там по 500 000 просмотров уже набрали. Это все благодаря вашей активности, вашим комментариям, вашим лайкам. Поэтому обязательно тоже поддерживайте авансом. У вас одно нажатие, любые там 4 слова пишите. Можете вопросы свои писать. Я потом видео стараюсь на все отвечать. Вот, и за счет этого очень хорошо видео продвигается. Обязательно поддерживайте. Сейчас попозже перейдем к тестам, которые я ночью сделал замеры, сколько выдает, сколько отдает. Вот, смотрите, обязательно еще используйте пупырку такую, вот она, накрывашка. Вот, берете ее, там, неважно, если у вас на весь размер нету, берете 2 других. Все, раскатывайте, вот эта пупырка. Ночью прям обязательно, потому что идет испарение, вся вода испаряется. Ну и днем, кстати, тоже, если у вас купол нет, кладете, она считается как теплое одеяло. Оно нагревается, не дает воде еще испаряться, при этом еще само греет воду. В общем, тоже пользуйтесь. То есть, когда солнце, он круто нагревает. Когда нет солнца, как сейчас, или вот у кого-то из соседей выросло дерево, вот оно выросло, его раньше не было такого высокого. И у меня, блин, часть бассейна в тени. Сейчас в августе у меня вообще пол бассейна будет в тени, потому что оно растет и растет. Из зенита к августу перемещается туда, ниже к горизонту. И вообще у меня, то есть, практически солнца уже не будет в августе. Надо либо резать дерево, рубить, либо вот ставить нагреватель такой. Потому что у меня еще был обычный нагреватель.
там 2 или 3 киловатта, но он сколько потребляет, столько отдает. Они очень слабо работают, потому что мощности не хватает. Но если бассейн большой, если бассейн маленький, все будет работать. Ну вот это как бы вообще гениальная идея. Один потребляет, 4 выдает. Ну, вообще, ну как кондиционер, тоже такой же принцип работы у него. Так, смотрите, для удобства использования, 13 лет опыта. Такую штучку покупаете и выставляете. Ночью, чтобы у вас больше работал, делайте иногда перерывчики. А днем, чтобы каждые 1,5 часа на полчаса включалась. Вот, и все. И у вас эта штучка будет автоматически запускать всю вашу систему. Ставите сюда тройничок, и все. У вас все автоматом работает. Главное, от воды все это дело заизолируйте. Пакет какой-нибудь или чем-нибудь накройте и берите. У меня вот это все дело под верандой хранится. Все, видите, мы запускаем насос, пошел работать. При этом нагреватель, у него есть датчик движения воды. То есть, если видите, насос не работает, он сам отдельно тоже работать не будет, он впустую стоит. И сейчас он с паузой тоже постоит, почувствует, что поток воды пошел. И включить сначала вентилятор, чуть поработать, потом компрессор. По установке вообще все очень просто. Бросил 2 шланга, подключил, в розетку воткнул, и все, и он уже работает. Так, ну здесь я попозже что-нибудь соорудить хочу под все это дело, чтобы красивенько было. Вот, и возможно, ну вообще планируем этот дом старый сносить, потому что новый есть, если никто не живет. Вот, кстати, если кто из вас есть, кто занимается сносом и стройкой дома, напишите, там под видео есть ссылочки на Telegram, там на WhatsApp, на рабочий можете написать, если вы занимаетесь. Напишите, сколько стоит, что, и мы с вами что-нибудь реализуем. Вот. Ну и также под видео, кто хочет там купить или продать квартиру в России, 33 региона у нас. Вот еще плюс зарубежная недвижимость, Турция, Дубай, Таиланд, Бали. Вот, тоже есть контакты, все пишите, все пацаны на застройщиков, все прямые контракты у вас будут. Без агентской комиссии, подборки, все, менеджер вас там сопровождает, встречает в любой стране, на машине возит. Это все бесплатно. Деньги не надо ничего платить, поэтому заходите, сохраняйте. И, кстати, да, под видео еще будет ссылочка на телеграм-канал Best Way, ребят. Я говорю, что-нибудь разыграем. Они разыграют там бассейн такой, в котором можно, знаете, там семьей сесть, там такой надувной, он с диванчиками такой внутри. Ну, всякие там плавательные круги, какие-то штучки, в общем. Заходите, смотрите, кепочки, там все, у них будет розыгрыш. После нашего видео, когда оно выйдет, там количество просмотров наберет. И у них будет розыгрыш, они проведут. Еще Поля в помощниках, вот она разбирает. Брали кучу всего. Это 5-метровая штука, знаете, так разбегаешься, качешься. А знаете, зачем летишь? Это матрасик. Чтобы просто днем сальтухи крутить в бассейне. Балдеть, на бассейне. Это что у нас такое? Это можно типа в волейбольчик поиграть. Ну, надуем все сами. А там прям мяч посмотрим. Будет? Да, у нас еще большой аквапарк есть в БСВовске. Еще много всего интересного. Блин, они даже палок, кстати, делают. Представляете? Тоже поход собирался. Так, ладно, давайте. Химии потихонечку. Вот я вот такие таблетки использовал, туда засыпал в эту бутылку, и они растворялись. Что все написано, как пользоваться. Вот. Кстати, если не знаете, как высчитать там кубометры или еще что-то, чат GPT себе ставите бесплатно. Уикенд включайте, DeepSeek. Все спрашивайте, она все рассчитывает по формулам, сколько у вас тут кубометров, сколько чего, в общем, любой вопрос, ответ вам даст. Так что пользуйтесь, многие сейчас не пользуются. Так, чтобы работал у нас хлор-генератор, нам надо засыпать соли. То есть это работает в такой системе, но вода не будет соленой, потому что это объем не очень большой идет. Так, есть табличка такая у меня. Сейчас я посмотрю. Вот, с инструкцией все это идет. В общем, на мой объем бассейна 11 тысяч литров 34 килограмма соли нужно. Все, в один раз засыпайте. Соль, как знаете, да, не испаряется. Вот, она остается всегда в воде. И потом, если что, там ошибочку еще дают Е1, типа надо досыпать соли, поэтому это не проблема. Такой мешок стоит, там на Озоне заказываете, у нас прям тоже рядом с дачей привозят. Все, забираете, там, сколько там, 900 рублей, что ли. Так, что, надрезаем? Пусть сыпется, видите, здесь такие вот таблеточки идут. Индуцированная соль. Она идет как для фильтра, так и для, ну, для много чего использовать. Видите, я сейчас сюда кину, она потихоньку растворится, там, вон, веслом помешаю или по кругу поплаваю, она вся растворится. Можно сделать сетку, если вы хотите прям быстро растворить, обочку типа, и вот сюда подвесить, у вас где вода выходит, она все это сама очень быстро растворит. Я вот так по жесткачу высыпал. Так, здесь у меня 25 килограмм, мне надо еще 10. У меня как раз есть еще один мешочек. Давай, Поль, помогай. Я тут немножко просыпал. Набрасывай соли. На самом деле я всегда хотел, чтобы была соленая вода, но она не будет соленая. Потом, кстати, попробуем. Потому что даже очень полезно ванны принимать дома. Ложитесь и морскую соль или обычную соль целый пакет высыпаете. И лежите, очень полезно для тела, для мышц. Вот мы на море были, сейчас 2 месяца жили, у меня ногти идеальные прям стали, да, какие-то все потрескались, вот, видите, прям сейчас все вообще в идеале. То есть соленая вода, она всегда очень полезна. Здесь что прикольно, есть датчик, то есть если у вас будет мало соли, он вам покажет low или E1 ошибочка там. Если много, high, там E2, ну по инструкции посмотрите, low, high, либо good.
когда нормально. Стил ради интереса без соли, он пишет, да, нет соли, типа лоу. Гаполька уже тем временем что-то расчехлила уже. Смотрите, мы снимаем кроксы, вот так вот бежим. Да, здесь это подключается вода, здесь все брызжет изо всех щелей. Эту штуку надуваем, сейчас, Поль, тебе дам насосик или так, губами надувать. И можно разбегаться и кататься. Я вчера вообще все это очень быстро подключил, кинул, прям подстилку сделал на землю. Надо ему идти поровнее подставочку сделать. Видите, чтобы он потише работал, так, чтобы компрессор ровненько стоял. В общем, посмотрим, потом сделаем. Так, давайте по полезным фишкам еще. Бассейн у меня с 2013 года. Уже очень много-много опыта. Смотрите, если у вас выбор бассейн покупать круглый или прямоугольный, однозначно круглый, если вы любите плавать. Если просто сидеть, дурачиться, то любой. Потому что в этот бассейн вы залезли, лесенку вот так вот пододвинули. Все, и по кругу поплыли. Я вот с утра там стараюсь 20-25 минут, а то и 30. Все, хочешь плывешь вот так, хочешь на спине плывешь, потом поменял, в другую сторону поплыл. То есть ты плывешь, в принципе, вообще не чувствуешь, что как там загибание идет. Сторону можно менять, на спине вообще классно плавать. Круговоротик такой делаете, вся грязь у вас потом здесь в середине собирается. С очком. Сачок тоже нужно обязательно иметь. Желательно вот такой вот плоский. Вот оп, со дна все собрали. Можно и вот такой. Ну, то есть любой сачок тоже должен обязательно быть. Что за... Я, кстати, уже почти надула. Вот так вот. Получается, разбегаешься и прыгаешь. Кран подключим и будем прыгать туда. Ага. То есть такие развлечения на даче это обязательно нужно, вот, потому что детям здесь, там, если друзей нет, делать нечего на буднях, допустим. Опа, какой там батутик Ну, надул. скоро приезжает моя подруга, будем вдвоем тут. Собаку шеванить. И кошку. Всякие штучки им, все, чтобы они развлекались. Стоит вообще недорого, на самом деле. Батутный центр, не знаю, надуем. Если успею в это видео ставить, нет. Если нет, то в Телеграм, там, в Инстаграм заходите, тоже подписывайтесь. На всех тоже много всего полезного, про путешествия стоит, не знаю. У нас огромный канал, 150 тысяч подписчиков только на YouTube, плюс еще на остальных площадках. По 20 тысяч, по 30. Так, ну смотрите, солнце вышло сегодня первый день. До этого 3 дня не было солнца. Как и у всех, погода просто не летняя. И вот когда нет солнца, естественно, даже уже и купол не справляется. Ну, только не нагревает, потому что нету солнца, не с чему нагреваться. Вот. И сейчас посмотрим. Вот смотрите, вода, середина у нас сейчас уже лето практически. 2 июня, я вам покажу на часах, я уже сейчас купался, даже 3 июня. И вода в бассейне стоит под куполом. Ну, то есть, опустим прибор, померим 22, ну, сейчас опустится, сейчас более четким. 22 градуса, ну, то есть, какая-то вода, дети, конечно, купаться 22 градуса не могут. На нижнюю смотрим, то это профессиональный прибор. Skywatch все меряет. Видите, 22 градуса. Так, давайте туда внутрь попробуем заглянуть. В общем, здесь устройство как у кондиционера. Вентилятор большой. Вход, выход. На красное это выход, вход. Здесь у нас управление блок. Здесь радиатор. Все как кондеер. То есть только работает наоборот, как называют, знаете, обратный холодильник. То есть он здесь будет холодный воздух выкидывай, а то, что нагревается, горячий вот отсюда уже выходить. Так, а сейчас померил, смотрите, сюда даже, кстати, подходит и обычный шланг. Можно вот так вот, опа, и все это дело затянуть. Еще там фумочки намотать, фум-ленту. И вообще отлично будет. Так что, если кому надо куда-то его далеко поставить, можно из обычных шлангов все соорудить. Так, ну что, давайте проводить наши тесты. Опускаем градусник, померим воду. Что у нас там получается? Сейчас подождем для точности, опустим туда и посмотрим, что покажет. Ну, на самом деле у меня уже работает несколько минут, я уже запустил. Так, сейчас смотрите, показывает 21,5 вода. Apple Watch показывает 21, но они просто без десятых показывают. Ну, то есть это точный прибор. Так, и давайте перенесем к тому месту, где у нас выходит вода. И померим, сколько градусов у нас сейчас отсюда идет. О, ну здесь прям ощущается раз такой теплая водичка. Идет прям очень теплая относительно той воде, которая в бассейне. Так, давайте сейчас подержим. Здесь у него металлическая такая пластина, которая полностью замеряет все. И я пальцы оттуда убираю, чтобы для точности все правильно было. Так, и давайте посмотрим. 22,6. Видите, уже было 22,5, 22,6. И посмотрим сейчас еще, что у нас там идет. Так, ну 22,6. Видите, то есть на 1 градус сразу же прибавляет для такого огромного бассейна.
Вот, то есть, соответственно, сейчас через какое-то время на 1 градус вся вода будет выше, потом еще на 1, еще на 1. На улице у нас сейчас 20 градусов, а ночью, видите, у нас до 12 будет опускаться. То есть у нас здесь 100 километров от МКАДа. Здесь у нас по ночам прям очень прохладненько. Так, давайте посмотрим, что будет, если перестанет работать насос. Включаем насос. Эта штука работает. Опа, и сама автоматически отключается. То есть стоит, скорее всего, датчик потока, который при выключенной воде отключает. Сейчас вентилятор еще чуть поработает и тоже выключит. Видите, компрессор отключился. Давайте еще раз включу насос. Вот насос включается. И сейчас через какое-то время запустится опять компрессор. И у нас здесь настолько холодные ночи. То есть если бассейн просто оставить, накрыть покрывашкой, обязательно с пузырчатой покрывашкой накрывайте. И в куполе, и он все равно за ночь остынет на 2-3 градуса. То есть если даже утром будет такая же температура, 21,5, то это уже будет хорошо, то есть он днем начнет быстрее прогреваться. А если он будет там 18 или 19, да, то есть представьте, сколько ему запас надо времени еще, чтобы набрать хотя бы ту температуру, которой он был вечером. Поэтому обязательно стелите подложки, желательно утепленные под бассейн, чтобы теплоотдача была от бассейна, чтобы тепло вообще по минимуму уходило. Так, а здесь у нас на приборе, видите, показано 22 градуса. Я видел на камере. Вот 21-22 он скачет. Ну, как раз 21,5 получается. Мы выставляем 27 и оставляем его включенным. Так, все, накрываем пупырками, чтобы не испарялась вода. Это обязательно надо делать прям пупырки. Это вообще обязательно. Еще у вас самая теплая вода, она испаряется. Потому что, знаете, когда в центр подходишь, да, видно, как пар идет. Вот вся ваша теплая вода уходит. Чтобы она не уходила, обязательно пупырки накидываем. Ну или на кровашку какую-нибудь. Это называется как теплое одеяло, типа. Так, ну что, добренькое утро. В общем, почти 12 часов работал. Сейчас я уже отключил. И сейчас давайте померим, сколько градусов вода. Опускаем туда поглубже. И смотрим. Ночь была прям холодная. Там 13 градусов даже показывало. И сейчас на улице тоже, видите, солнца нету. Лета нету. В общем, смотрите, это еще тоже еще один градусник для точности. 23 показывает. Здесь 22,9. Ну, тоже 23 градуса. Ну, считайте, с учетом такой холодной ночи прилично нагрелось. Сейчас попробую еще поставить днем. Здесь тоже 23 показывает. И посмотрим, сколько за день будет набирать. Вообще, конечно, лучше все это дело отключать, когда вы плаваете или руки суете, чтобы никакого пробития не было. Если тем более заземления нету, чтобы вас не ударило током. Лучше, конечно, когда используете бассейн, плаваете, все электроприборы примыкающие, лучше всего отключать. Сейчас, видите, вот еще дождь был, и под дождем все это тоже может стоять, как кондиционер, ничего с ним не будет. Так, ну давайте промежуточный замер сделаем. У нас считается сейчас 14 часов, можно сказать, что 12 часов и 2 часа. 14 часов у нас работает, ну считайте, что ночью. Я утром, да, уже замер делал, но сейчас за 2 часа, там днем, за 3, очень большой прогресс пошел, прям вообще. Учитывая, что купол у меня открыт специально, чтобы для частоты эксперимента. То есть вода уже 24,3. Обалдеть, да? Давайте сюда посмотрим, к выходу прислоним и посмотрим, сколько у нас там замеряет. Сейчас чуть подержим. Так, и здесь у нас, я уже подождал, 25,3 получается. Все, сейчас залезу, поплаваю по кругу, чтобы соль размешалась. Теплый, да, это, конечно, моментально. Мне кажется, к вечеру 27 будет. В общем, еще часок, и детям можно купаться. Такой, конечно, скорость нагрева очень сложно получить. Ну, то есть, вы понимаете, да, вы нагрели бассейн, там вот днем даже, все, он у вас потом на поддержание работает. То есть, уже не надо ему постоянно гонять. Вы здесь эту температурку выставляете, сколько вам надо, кнопочку вот включения. Программа, еще не разбирался, что такое, вот ставим. 27 у меня стоит, видите, сейчас поставить 24. Все, вот, чик, и он выключится. То есть он набирает сколько надо, сколько поставить. Я поставил 27, чтобы он молотил без остановочки. Слушайте, ну я думаю, сейчас очень быстро нагреется и все, и потом просто ее поддерживать будет. Это, конечно, очень интересно. То есть не надо будет гонять его круглосуточно. В поле тут уже надуло всякие штучки, приспособы для плавания. Так, в общем, берете вот так по кругу, ходите или плаваете и ходите. Вода закруживается, смотрите, соли практически не осталось. Просто, не знаю, вот несколько минут, и она растворилась. Вон, видите, там крошечные штучки остались. Поэтому совочки предлагаю не заморачиваться, не тратить время. Лучше проведите это время в бассейне, поплавайте. Или просто походите, так вот, сачок, кстати, еще берете, маленький. И вот так ходите.
Собираете мошки всякие. Еще скиммер. Вот сюда, кстати, надо поставить. У меня он лежит, надо тоже подключить его. Тоже классная штука, всех этих мошки собирает туда. И меньше фильтр все попадает. Ну, вот скиммер тоже очень классная штука. Сейчас еще и фонтанчики такие с подсветкой. Сейчас, конечно, технологии развиваются. И все очень круто становится. Смотрите, еще многие закапывают бассейн. Если вы его закопаете, утеплите, не утеплите по бокам, то он еще холоднее будет. Потому что вот сюда на борты, на стенки, видите, солнце попадает. Туда тоже прогрев идет, тоже нагревается. То есть, если у вас солнца много, закапывайте. Если солнца мало, то не рекомендую закапывать. Ну и вообще, как бы по техническим условиям, бассейны нельзя закапывать. Тут гарантия не распространяется. Что очень много всяких нюансов есть. Ну, можно вот так единственный подиум построить. Это очень круто смотрится. Сейчас дома все уберем. Дом будем сносить. Никто не живет, он как склад используется. Кстати, кто занимается сносом, постройкой домов. Что-то маленькое построим. Потому что у нас один дом там есть, а это так как склад. Кто занимается, напишите, может, что-нибудь с вами придумаем, потому что будем, скорее всего, в конце сезона убирать его. Вот, так что такие вот дела. И подиум построить. Посмотрим, где у нас будет следующий раз бассейн стоять. Подиум прикольный. Такой террасной доской оббить. Но опять же, учитывайте, что у вас солнце не будет попадать на борты. И нагрев будет идти меньше. Так вот, но у нас солнце в Подмосковье что-то вообще, как в Питере уже становится. Я говорю, неделя была просто, даже на даче ехать не хотелось. Солнца не было вообще. Кто в ботинках лазит? Ой. Все, сейчас все растворилось. Сейчас попробуем с вами запустить хлоргенератор. Еще какая-то мелочевка осталась. То есть вообще, вон, видите, уже почти ничего нет. Буду уже готовить всякие мячики. Стуга, если вы по кругу ходите, потом в центре вот так с очком проводите. Оп, и все, что есть в бассейне, видите, как все собирается. Вон, видите, какие уже таблеточки остались. То есть почти все растворилось. Слушайте, а вода, я пробую, практически не соленая. То есть, если скажешь, что подсалил, не узнаешь даже, если не скажешь. То есть, ну, ничего не ощущается. То есть, это очень небольшая дозировка. Я бы еще подсолил, чтобы как на море было. Да, Польчик? Ага. Так, ну что, запускаем. Вон, видите, как в центре прям собирается вся вот эта вот летучая штучка. Там паучки, какие-то из деревьев что-то падает. Так, все, я включил. Запускаем. Первый раз вместе с вами запускаем. Сейчас посмотрим, хочу посмотреть без нажатия. Включится ли он сам. Ну, наверное, вообще первый раз надо включить. Так, все, и смотрите, он сам показал good, зелененькое. Все, и там начало вырабатываться, видите, такие воздушные пузырьки пошли. Там то ли титановые пластины, вон у меня, они, кстати, если что, там потом можно заменить через какое-то очень большое время или промыть их потом можно. В общем, инструкцию там надо читать. Ну, штука должна быть очень крутая, видите, прям там какие-то пузырьки идут. А здесь интересно, да, и здесь, смотрите. В общем, вырабатывается такое. Что конкретно не вырабатывается, тоже надо почитать, посмотреть, кто знает, напишите. Пока не изучал, но знаю, что эта тема так работает. Я по-быстрому почитал вчера инструкцию, сколько соли, что, как нажать, включить, все. И работает отлично. По подключению хлоргенератор должен быть последним. То есть фильтр, потом нагревать, потом хлоргенератор. Если просто без этого, то фильтр, хлоргенератор. В общем, хлоргенератор в конце всегда. И все, кстати, рекомендации под низ стелите под ложечку. Вот типа такой что-то можно взять. Тоже бестлейвская. Это я так сюда побросал. Дорожки тоже вот у меня там лежит. Бардак небольшой. Либо там любой вообще тоненький утеплитель тоже стелите. Вот. Но толстый не рекомендуется пенный полистирол, потому что он продавливается. Там лестницы или продавливается. Но что-то тоненькое, то есть тепло от земли отражало. Но все равно сейчас бассейн нагреется, а уже теплообмен выровняется. И земля тоже будет от него прогреваться, и уже меньше будет остывать. Но все равно лучше подложить под ложечку. Если хотите, как по сборке, посмотреть мошков, бассейн, забивайте, и все. У вас все видео выйдут. Есть прям короткое, вообще 15-минутное. Есть часовые видео, то есть как полноценно собирать. Там хотите зимой посмотреть, зарядиться солнцем, как всегда, положительными эмоциями. Включайте видосик, смотрите, наслаждаетесь. Кому быстренько, тоже 15-минутные ролики есть. Оп-оп, это вот собирается за час, можно одному собрать. Вдвоем еще быстрее. В общем, элементарно все делать, если все делать правильно и по опыту. Вокруг бассейна тоже желательно либо какие-нибудь выложить вот такие вот плиточки, либо вот такие, видите, у БСТВ есть плиточки, дорожки. Тоже можно все делать, можно как подложку использовать. Вот. Ну, я тоже здесь сейчас порядочек буду наводить. Вот, ну, в дом хотим с чем разобраться. Вот, сейчас смотрите, что нашел. У меня еще такой коллектор был. То есть вход-выход. И вот так вот водичка проходит и тоже нагревается. Тоже на солнышко кладете. Черненькая. О, горячее уже такое здесь. Тоже можно использовать. Очень много всяких способов. Можно шланги на крышу, но все это колхоз, они потом рассыхаются. Я тоже делал. В общем, все это бросил я затею. Потому что это вечно что-то там отойдет, что-то зайдет. Надо залезть. Шланги от солнца умирают вообще очень быстро. Прям
разъедает их, надо дорогущие покупать, но они тоже потом умирают. Так, ну а тем временем Поля надула вот такую штучку. Что там у нас? Супер сплэш называется. Все потом спрашивают, где купить. В интернете, ребят, забивайте. И находите. Давай, Поля, с разбега. Раз, два, три. О, ничего себе. Надо, Поль, на животе прям. Насосы накачали. Это разложили. Там 2 колышка. Шланг мы взяли длинный. У меня такой есть. И чтобы солнышком его нагрел чуть-чуть. И вода такая тепленькая шла. Давай, Поль. И сюда переливайте, сюда водички еще налили. У меня еще, кстати, такой нагреватель, коллектор был БСВовский. Я его тоже подключил. На солнышке прогревается. И теплая водичка идет. Ну, красота. Давай, Поль. Раз, два, три. Ну-ка, дай я попробую. Держи. Такие здесь эти струйки, фонтанчики льются. Ага. Очень прикольно. Да, и соседи не улетит. Очень советую. О, прикольно, слушай. И взрослым, и детям можно. Подружки здесь нету. Вот надо ей чем-то развлекаться. Такую штучку взял. 2 копейки стоит. Все, и на целый день, мне кажется, про детей можно забыть. Старшего еще надо вытащить. И там гаджеты. Класс? Да. Слушай, ну обалденная штука. Видите, такие струйки, фонтанчики. Водичка из холодненькой стала, перекрыли. Потом нагрелись в шлангах и все. Еще раз запускаете. Ой, классно. Давай, Поль. Соревнования можно устраивать. Надо перелететь, Поль, туда. Слушай, ну БСТ вообще молодцы. Чего только не придумали. То батут у нас, то такие штуки. Давай. Главное, не перелети. Недолет. Класс, вообще супер. Так, ну что, пускаем наш прибор. Я уже подержал, чтобы набралось 25,4. Обалдеть, смотрите. С учетом того, что ночью было 12 градусов. Я с ночи включил. Сейчас у нас 3 часа дня. Считайте, очень хороший результат. Поль, ну все, можно залезать уже смело. Уже всяких штучек надули. Играть мячики всякие, сетки, в общем, баскетбол, волейбол. Давай, ныряй. Раз, два, три. Все, Поля, ты все окатила здесь, все, что можно. Класс. Все, деткам 25 можно спокойно купаться. Отлично. За 1 киловатт тепла такой результат шикарнейший. Давай. Большие утки, смотрите, все там будет. А знаете, для чего? Все замеры, все процессы, как они происходят. Знаете, для чего? Для чего? Можно вот сюда садиться, ноги туда и это. А вот там, Поль, сетку натяни. И можно играть в мяч. Все, давай, я камеру кладу и к тебе. Можно спокойно плавать. Поставьте лайк, это выстрелит. Все, сеточку натянули. Давай, бросай мяч. И можно ее, кстати, еще на веревках привязать в середине. Давай. Оп. Класс. Я тебе. Раз, два, три. А может еще баскетбол играть вот сюда. Оп, попасть надо, да? О, вот этот шезлонг вообще прикольный. Кажется, 2 подушечки маленьких. А вот так ложишься и прям можно отдыхать. С собой поездка еще классно играть. 2 подушечки и сеточка. Так, ну что, смотрите, к вечеру 20:45. Померим. Считаю, что уже достаточно. Я ему выставил 26. И все, и хватит. Уже дальше смысла гореть нету. Ну, поддержание можно оставить сейчас 26. Он за ночь поддерживал. Тут что-то тоже показывает 26. То есть прямо вообще руку суешь, тепло, тепло, тепло. Ну, эффективность, конечно, обалденная. За 1 киловатт, я говорю, получается, еще даже 24 часа не прошло. Пусть мы отключали постоянно, когда купались. Он очень сильно, конечно, нагрел. Ты учитываешь, что на улице сегодня 21 градус. Вот так, что у нас там 25,4, растет пока температура. Увеличивается. Ну, в общем, 25 и 4. Здесь 26 показывает. Ну, 25-26. Отличный результат. Штука стоящая, однозначно. Сейчас, когда будет август, холодные дни, холодные ночи, это вообще незаменимый аппаратец будет за 1 киловатт. Такой огромный объем нагревать. А если еще меньше бассейн, то еще быстрее будет нагревать. Пошли купаться. Давай, ныряй. Так, ну что, ребят, сейчас я монтирую видео. У нас уже 6 число на дворе. Поэтому есть что сказать. Вот. Солнца так и нет. Я не знаю, дождь идет. Просто середина лета. Я не знаю, как такое может быть. Уже закрадываются смутные сомнения. А для чего нам столько облаков делать? Может быть, для того, чтобы не видно было, как
мы тут передвигаемся или где-то что-то передвигается, чтобы со спутников нельзя было снимки сделать. В принципе, не страшно, что солнца нету, да? Сколько дней мы пользуемся, вообще красота. Смотрите, бассейн 26 градусов. Сейчас нагрев не работает, потому что я на ночь включил, как еще электричество, которое сейчас и так подняли на 1,5 рубля. Это вообще трэш какой-то, не знаю, просто тарифы конские. Богатейшая страна с нефтью и с газом, а цены у нас на коммуналку и электричество просто космические. Так, все, смотрите, здесь тоже он показывает 27 градусов. Это темочка, это переключение Цельсия или Фаренгейт. Зажимаете вот так вот, чик, и он переключает. Видите, на Фаренгейты, кому удобно, и кому Цельсия. Ну, нам привычно Цельсия. На ночь все включаю, ночью он нагревает, не дает бассейн вообще остыть. Сюда прихожу, 26, плаваю. Поэтому штука вообще обалденная. То есть сейчас он не работает, я поставился там 25-26 градусов. Когда надо будет, он включится и подогреет автомат. Видите, сейчас только фильтр насоса, который надо тоже, кстати, от солнца так накрывать, вот, которого нету. Ну, лучше накрывать, потому что пластик портится от ультрафиолета. Вот, и все. То есть, когда надо, он включится и догреется. Ну, штука реально незаменимая, потому что без нее дети бы сейчас не купались. Мы вчера купаемся, позавчера каждый день купались, сегодня купались. Без нее, ну, никак бы, наверное, 21-22 так бы держался, но, может быть, что-то там еще бы прибавилось. А вот так, чтобы комфортненько было 26, еще когда и выходишь, да, солнца нету, пошел там в баньку, погрелся или домой. Вот, то есть, дело стоящее. То есть, как бы сейчас в августе это вообще будет незаменимая штука, а там еще сентябрь, октябрь, можно, мне кажется, вообще до зимы его эксплуатировать. Поэтому классно, прям опыт показал, что это очень круто. Так, что еще я вам не сказал? На зиму бассейн не оставляем, ни в коем случае, как бы там какие видео вам не писали, да, потому что это будет все равно по контуру все замерзать, и все, и у вас бассейн 3-4 года, вон там пробка выдавится, и до свидания, уже там вы ничем не заклеите, будет разрывать. Вот, то, что намораживается, отмораживается, и все равно круг это наращивается, и за зиму, пока вас нету, все деформируется, выцветает, он сразу тоже такой белесый становится, потом, видимо, от мороза с водой какая-то реакция происходит. Эту штуку оставлял, это не проблема. Зимой пленкой закрывал, клал и нормально. А вот бассейн не рекомендую оставлять, будет как бы, ну, жалко. Вот видите, сколько лет ему, сколько, 4-й год, да? Как новенький просто вообще. Так, все, пойду домонтировать вам видео. Обязательно поддержите лайком, комментарием, кто еще не поддержал. Смотрите все остальные видюшки. Ну, ждем солнца или не ждем. Не знаю, когда он там у нас появится. Так, ну вечером можно всяких подсветочек от Best Way вытащить. И такая еще есть подсветка с колонкой, представляете? Оп, включил погромче и поплыл. Я так понимаю, ее даже мочить можно. Оп, о, смотрите как, о, прикольно. Это тоже все Best Way, молодцы, что только не придумали, да? Музыкальная колонка. Подводная. Это интересно, если комнату с подводой послушать, будет там слышно. Так, а смотрите, ее можно даже под воду отпустить, и она там будет играть. То есть, ну, под водой слышно, но главное, что когда под воду она уходит, там уже потом дальше будет этот Bluetooth теряться. А так прикольно, видите, даже под водой. Обалдеть, да? Чего так не придумали. Прикольно. Компании будет весело.